1951 год. Опытный альпинист Эрик Шиптон и его коллега Майкл Уорд прокладывали путь к Эвересту. Пересекая коварный ледник Менлунг на границе Непала и Тибета, они столкнулись с чем-то, что заставило их кровь застыть в жилах. Прямо в снегу на них смотрел огромный отпечаток ноги. Он был гуманоидным, но явно не человеческим. Около 33 сантиметров в длину, необычайно широкий, с отведенным большим пальцем, который больше напоминал палец руки. И это был не одиночный след. Шиптон и Уорд шли по этой тропе целую милю на высоте более 4500 метров. Что могло оставить такие отметины в безлюдных высотах Гималаев? Неужели это действительно был Йети? А если нет, то что именно видели эти уважаемые исследователи? Приветствую! Я Джеймс Стюарт, и вы смотрите Astrum Earth. Я знаю, о чем вы думаете. Опять видео про снежного человека. Это же сказки. И я бы с вами согласился. Но есть одна вещь, которая не дает мне покоя. Каждый год появляются новые истории, новые утечки фотографий, новые свидетельства. Может ли быть столько дыма без огня? Если это не Йети, то что-то другое. И я хочу выяснить, что именно. Сегодня мы отправимся в мир легендарного Йети и познакомимся с его амазонским кузеном, известным как Мапингуари. Мы узнаем, почему слухи о них живут веками, и сможет ли наука, наконец, поставить точку в этом вопросе. В гималайских пиках и на тибетском плато легенды рассказывают о волосатом диком человеке. Народ шерпов называет его Йети, что переводится как «дикий человек скал». В тибетском фольклоре его считают духом ледников или неуловимым горным существом. Западный мир узнал его под более звучным именем — «Ужасный снежный человек». Это прозвище придумал журналист Генри Ньюман в 1921 году после интервью с участниками британской экспедиции. Альпинисты описывали огромные следы, а местные носильщики объясняли. Это Метохкангми — человек-медведь. Спустя столетия это имя все еще будоражит умы. Даже сэр Дэвид Аттенборо, легендарный натуралист, допускал, что Йети может реально существовать в глухих районах Гималаев. Но где доказательства? В 20 веке легенда о Йети росла, как на дрожжах. В 1925 году греческий фотограф Н. Атомбази заявил, что видел темную фигуру на высоте 4500 метров. В 50-х годах, после покорения Эвереста Эдмундом Хиллари, мир охватила настоящая йетимания. Американский нефтяной магнат Том Слик спонсировал несколько экспедиций. Газета Daily Mail организовала собственную охоту в 1954 году. Даже правительство Непала решило подзаработать на хайпе. Они ввели официальные разрешения на поиск Йети. Правила гласили: Йети нельзя убивать, кроме случаев самообороны, а любые улики должны быть переданы государству. Самым весомым аргументом долгое время считалась та самая фотография Эрика Шиптона. Поскольку Шиптон был уважаемым исследователем, его снимки называли «розетским камнем» криптозоологии. Снимали гипсовые слепки, один из которых даже попал в Диснейленд. Но были и более странные артефакты. В отдаленных буддийских монастырях Непала монахи веками хранили загадочные реликвии — скальпы и кости, приписываемые Йети. Скальп из Кумджунга, самый известный — скальп Йети из деревни Кумджунг. Это волосатая полусфера из кожи. В 1960 году Эдмунд Хиллари получил разрешение взять его для научного анализа в Европе и США.
Вердикт зоологов был разочаровывающим. Скальп оказался искусно выделанной кожей сероу, гималайского козла антилопы. Это был церемониальный предмет, а не часть монстра. Хиллари вернул реликвию в Непал с печальными новостями. Он не нашел следов чудовища, назвав йети очаровательной сказкой. Рука из Пангбоче. Еще более детективная история связана с рукой из Пангбоче. В этом монастыре хранилась мумифицированная кисть и череп. Легенда гласила, что в XVII веке великий лама медитировал в пещере, и йети приносил ему еду и воду, став его учеником. После смерти йети лама сохранил его руку. В 1958 году исследователь Питер Бирн по поручению того самого Тома Слика сумел заполучить один палец этой руки в обмен на пожертвование и замену его человеческим пальцем. Не спрашивайте, где он его взял. Дальше начался настоящий голливудский боевик. Бирн перевез палец в Индию, где встретился со звездой кино Джеймсом Стюартом и его женой Глорией. Знаменитая пара согласилась перевести палец в Великобританию, спрятав его в нижнем белье Глории, чтобы пройти таможню. Анализ пальца в Лондоне сначала вызвал восторг. Ученые предположили, что он принадлежит неандертальцу или почти человеку. Но спустя десятилетия тесты ДНА. Палец абсолютно человеческий. Сама же рука была украдена из монастыря в 90-х. В 2011 году студия Weta Workshop, создатели реквизита для «Властелина колец», изготовила точную копию руки и передала ее монахам, чтобы легенда продолжала жить. В 1986 году Райнхольд Месснер, один из величайших альпинистов мира, заявил, что столкнулся лицом к лицу с огромным волосатым существом в Тибете. Он стал одержим идеей йети, потратил годы на поиски, но в итоге пришел к выводу. Он видел медведя, редкого тибетского синего или гималайского бурого медведя. По его словам, йети существует только как миф. Британский альпинист Энтони Вулдридж даже сфотографировал йети в том же году, но позже признал, что это была просто скала странной формы. Даже индийская армия в 2019 году опубликовала в Твиттере фото огромных следов, но после волны насмешек от специалистов-трекеров, опознавших следы медведя, быстро замяла тему. Пока в 50-х Гималаи гудели от новостей о йети, в джунглях Амазонки жил свой монстр. Индейцы Бразилии и Боливии рассказывали о мапингуаре. Его описывают как семифутовое существо с рыжей шерстью и огромными когтями, способными разрывать пальмы и людей. Но самая жуткая деталь легенды — у него якобы есть второй рот на животе. Кроме того, мапингуари издает такой тошнотворный запах, что люди теряют сознание. Криптозоологи выдвинули захватывающую теорию. А что если мапингуари — это доживший до наших дней гигантский наземный ленивец? Палеонтологи знают, что мегатерии, размером со слона, действительно жили в Южной Америке. Они стояли на двух ногах, имели огромные когти и, судя по сохранившимся образцам, рыжую шерсть. Проблема лишь в том, что они вымерли как минимум 5000 лет назад. В 90-е годы доктор Дэвид Орен провел несколько экспедиций в поисках мапингуари. Он собрал десятки свидетельств охотников, которые описывали нечеловеческие крики и зловония. Орен нашел следы, клочья шерсти и даже помет. Но анализ снова все испортил. Шерсть принадлежала грызуну агути, а помет — гигантскому муравьеду. К середине 2000-х Орен признал,
Мапингуари — это, скорее всего, культурная память о встречах с последними ленивцами тысячи лет назад, превратившаяся в преувеличенную легенду. За последние годы технологии ДНК совершили прорыв. В 2012 году Брайан Сайкс из Оксфорда призвал всех присылать образцы шерсти снежных людей. Он получил десятки образцов, от стекловолокна до медвежьей шерсти. 2 образца из Гималаев показали сходство с ДНК древнего полярного медведя, жившего 40 тысяч лет назад. Мир снова замер в ожидании сенсаций. Но в 2017 году группа Шарлотты Линдквист провела более глубокий анализ. Они секвенировали полные митохондриальные геномы и доказали: все образцы Йети принадлежат обычным местным медведям. Тайны больше не осталось. Если ДНК говорит медведь, а фотографии — скала, почему легенда не умирает? Консервационист Даниэль Тейлор провел эксперимент. Он прижал лапу усыпленного черного медведя к мягкой земле. Отпечаток задней лапы с гибким пальцем для лазания оказался поразительно похож на след Йети с фотографией Шиптона. Наложение следов передних и задних лап в тающем снегу создает иллюзию двуногого гиганта. Солнце оплавляет края следа, увеличивая его в размерах. Биологически Йети не существует. Нет ни одного тела, ни одного живого существа в неволе. Но Йети абсолютно реален как культурный феномен. Он вдохновляет людей защищать дикую природу, заставляет нас чувствовать трепет перед неизвестным в эпоху, когда каждый метр земли виден со спутника. Это символ того, что в мире еще осталось место для тайны. А что думаете вы? Верите ли вы, что в самых глухих уголках планеты еще может скрываться кто-то, кого наука упустила? Находили ли вы странные следы в лесу? Пишите в комментариях, апса. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилась эта история, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые исследования нашей удивительной планеты. Увидимся в следующем видео.